Привет, народ! Это Тостер, и мы продолжаем рассказывать о крутой и полезной домашней технике. Несмотря ни на что, у нас реальные обзоры и тесты. В этом видео собрали вертикальные пылесосы. Действительно крутые и не бюджетные, сразу скажу, топовые модели известных брендов с реально интересными и полезными технологиями. Тостер считает их достойными вашего внимания. Подбирали модели, за которые, не стыдно, современные и высокотехнологичные. Получилось выговорить с первого раза. Поехали, пылесосим красиво. Redmond бренд хорошо известный в России, и, собственно, он российский, как ни крути, с российскими корнями. Хотя сейчас бренд знают далеко не только в России. Когда-то они круто выстрелили с мультиварками, когда был бум в 2013 примерно году. Но не остановились на этом и постоянно развивается. Сейчас уже ассортимент очень широкий, и технологические устройства Redmond становятся все более интересными. Это прямо заметно. Главная фишка этого вертикального беспроводного пылесоса Redmond, на мой взгляд, максимальная универсальность в контексте сухой уборки. Им можно убирать пол, причем в комплекте турбощетка со сменными роликами. Один тоже такой универсальный для твердого пола, для разных покрытий. Здесь средней мягкости щетина и резиновые такие лопасти ребра. А вот этот можно использовать для уборки ковровых покрытий, особенно если домашние животные есть и надо шерсть собирать. Вычесывать, скажем так, из ворса. Зачем на основной насадке пылесоса подсветка? Это чтобы лучше видеть мусор, красная шапочка, даже где-то под диваном, под мебелью. И еще интересный и полезный момент. Если при использовании основной насадки выбрать режим авто, то пылесос будет сам регулировать мощность всасывания в зависимости от того, насколько грязный пол. Зачем это? Да затем, чтобы заряд аккумулятора экономить, чтобы вы больше убрали, если это нужно. Сам аккумулятор, кстати, съемный, его легко поменять или можно купить и использовать дополнительный. Вдруг вам нравятся сверхдолгие уборки. Помимо полезного авторежима, здесь по классике 3 уровня мощности. Максимальный, средний и эко, минимальная мощность. Вот в этом режиме пылесос способен работать больше часа, до 75 минут. И, между прочим, для уборки обычного твердого пола, плитки там или ламината, минимальной мощности, как правило, вполне достаточно. А вообще мощность мотора здесь 550 Вт. И что естественно, для топовых моделей он тут реально современный, бесщеточный и с цифровым управлением, что дает длительный ресурс работы, компактность и высокую максимальную мощность всасывания, конечно. Причем даже если в пылесборнике мусор, мощность заметно не меняется, не падает. Дисплей. Нормальный цветной информативный дисплей. Ничего лишнего, зато вся нужная информация. Степень заряда батареи, выбранный уровень мощности, все. А что еще нужно от дисплея пылесоса? Разве чтобы он транслировал видео канала Тостер, это, думаю, следующий шаг. Кстати, забыл, он показывает еще, когда нужно опустошить пылесборник, чтобы эффективность уборки сохранялась на высоком уровне. Пылесос трансформируется в такой вот ручной, чтобы удобно было не только пол убирать. В автомобиле тоже можно, или просто в комнате кресло, диван, полки какие-то, труднодоступные места. С насадками в комплекте все неплохо. Есть щелевая, причем она со щетиной выдвижной, тоже для разных задач. Есть универсальная 2 в 1, есть еще насадка для мягкой мебели. Но я бы ее тоже для разных задач советовал. Тут очень мягкая, нежная такая щетина, так что для полированных покрытий ноутбук в порядок привести аккуратно. Приборную панель в автомобиле, для этого всего она тоже подойдет, ничего не будет поцарапано. Пожалуй, не хватает только мини-турбощетки, чтобы быстро и эффективно пылесосить мягкую мебель, матрасы, собирать с таких поверхностей шерсть животных и волосы. Важнейший для пылесоса момент – фильтрация воздуха. Здесь на первом этапе работает циклоническая технология. Благодаря центробежной силе отсеивается крупный мусор.
Дальше металлическая сетка для мусора поменьше. Потом с поролоновым вкладышем идет солидный такой для пылесоса HEPA-фильтр, который отсеивает мельчайшую пыль. Причем это HEPA H13 с высочайшей эффективностью задержания мельчайшей пыли. И что круто, дальше, после моторного блока, уже на выходе из пылесоса тоже есть фильтр, созданный по HEPA-технологии. Судя по тому, что показывает наш лазерный анализатор мельчайшей пыли в воздухе, система фильтрации отлично справляется. Пылесборник здесь, кстати, объемом 0,6 литра, что довольно неплохо для беспроводных пылесосов. И что приятно, он довольно легко опустошается. Дно открывается и мусор высыпается. Сам контейнер можно помыть. Кстати, можно мыть и все фильтры, включая HEPA. Но это не значит, что их срок службы бесконечен. Все же их нужно иногда менять. Это топовая, наиболее технологичная модель вертикального пылесоса Redmond. Отмечу еще у нее вертикальную парковку. Не у всех моделей в этом видео она есть, а это иногда удобно. Плюс зарядную базу можно на стене закрепить, что уже удобно в контексте хранения пылесоса и заряда аккумулятора. И вот с учетом стоимости, которая не так высока, как у других участников этого видео, это, на мой взгляд, такой явно стоящий внимания девайс для сухой уборки пола, ковров, в салоне автомобиля, мягкой мебели и других поверхностей. Универсальный и с хорошими рабочими характеристиками. Именно поэтому он в нашем топе и даже его открывает. Dyson V15. Куда же без него в этом видео? Увы, прямых продаж техники Dyson в России сейчас нет, но нельзя сказать, что последнюю модель британского бренда V15 Detected Absolute у нас не купишь. На популярных маркетплейсах предложения не единичны. Цена, правда, на момент подготовки этого видео из разряда космических, но это уже другая история. Сам по себе пылесос хуже или менее интересней от этого не становится. Главная фишка V15 – полный контроль над пылью. Сначала зеленый диодный лазер подсвечивает пол под углом 1,5 градуса на высоте около 7 мм. Так даже мельчайшая пыль более заметна. Причем владельцу даже не надо предпринимать каких-то действий при этом. Интегрированный в модель акустический пьезодатчик реагирует на изменение степени загрязнения воздуха, который попадает в пылесос, что позволяет в авторежиме увеличивать или уменьшать мощность всасывания. Уборка остается эффективной, а заряд аккумулятора расходуется экономичнее. Кроме того, на дисплее вы можете увидеть размеры и количество собранных частиц пыли. Все это тоже фиксируется. Кто-то скажет, что это все маркетинговые штучки, и во многом, конечно, будет прав, не без этого. Но тут как посмотреть. Уборка ведь превращается в своего рода игру, становится более увлекательной и, думается, благодаря большей вовлеченности пользователя, в итоге лучше ее результат. Все индивидуально, конечно. И если вам во все это играть надоело, можно просто пылесосить, даже без подсветки. Если уж у британцев такой серьезный подход к обнаружению пыли, логично и от системы фильтрации ждать то же самое. И вот тут маркетинга уже меньше, больше знаменитых дайсоновских полезных технологий. В частности, работает усовершенствованная циклоническая. Сначала крупная пыль отсеивается основным циклоном, плюс сетчатый металлический фильтр работает. А потом воздух идет в систему из нескольких мини-циклонов, где скорость потока увеличивается и благодаря центробежной силе отсеивается уже мельчайшая пыль. А уж то немногое, что прошло дальше, задерживается фильтрующим блоком на выходе из пылесоса. Основной фильтр тут высокоэффективный, с HEPA-составляющей. Круто, кстати, что этот блок можно мыть, и не нужно менять его весь срок службы пылесоса. На этом британцы настаивают. Объем пылесборника V15 0,76 литра. Это хороший показатель. У этой модели неплохой набор насадок в комплекте. Отличный даже. Основная, назовем ее лазерной, с характерным валиком, предназначенная для уборки твердого пола, стала легче и тоньше, чем, например, в модели V11, на базе которой и создан V15. Есть универсальная турбощетка для ковра и пола со щетиной разного типа, помягче и пожестче. Причем с системой защиты от наматывания на нее шерсти, волос и ниток. Плюс в ней реализована технология автораспознавания покрытия пола.
На ковре это дает более высокую мощность, а на обычном полу мощность снижается. Есть в комплекте и мини-турбощетка, которая помогает быстро собрать загрязнения, шерсть животных, например, с мягкой мебели. Она занимательная, за основу взята идея Архимедова винта. Вал щетки конусообразный, щетина закручена спиралью. Это минимизирует наматывание на щетку всего того, что могло бы на нее намотаться. Пожалуй, V15 самый спорный из пылесосов Dyson за последнее время. Ну, в смысле довольно большой маркетинговой составляющей некоторых реализованных технологий. Вот той же подсветки пыли зеленым лазером. Но это не делает пылесос менее интересным или менее эффективным для уборки. Ваше мнение пишите в комментариях. Особенно приветствуется опыт владельцев этой или других моделей, а не только пространные и часто шапкозакидательские рассуждения о том, что Xiaomi лучше. LG Cardzera – это целое семейство беспроводных вертикальных пылесосов. В частности, среди них есть модель, предназначенная не только для сухой, но и для влажной уборки. Просто меняете универсальную турбощетку для сухой уборки на насадку с вращающимися тканевыми дисками. К дискам подается вода, причем интенсивность ее подачи можно регулировать в зависимости от типа покрытия, которое убираете, ну вообще от задач уборки. Можно и моющее средство для пола использовать. Что круто, насадка позволяет одновременно собрать мусор с пола, как при обычной уборке пылесосом, и сразу же пол протереть. Это экономит время и силы. Сами тканевые накладки, они съемные, их две пары в комплекте поставки. Их можно стирать в стиральной машине, так что надолго хватит. Ну а вращение этих моющих дисков во время уборки, оно улучшает в итоге ее эффективность, потому что благодаря этому пол не просто протирается, но еще что-то, какие-то загрязнения можно реально оттереть. Мы для канала снимали версию этого пылесоса A9+, еще без технологии компрессор. Но сейчас в модели Cardzera A9K она есть. Смысл в том, что собранный с пола мусор трамбуется, и получается, что в пылесборник его помещается больше, можно реже опустошать. Да и высыпается утрамбованный мусор из контейнера зачастую лучше, быстрее. Кстати, сейчас в России представлена модель с автоочисткой пылесборника. Это супер топовый флагманский LG All-in-One Tower. Тут как в песне, нажал на кнопку, получил результат – пустой пылесборник. Из пылесоса мусор перекачивается в сменный мешок-пылесборник, который вы просто удаляете, меняете на другой, когда он наполнится. Смысл в отсутствии контакта с пылью и мусором, в максимальной простоте и удобстве всех этапов уборки. Важный момент. С топовыми вертикальными LG Cardzera поставляются два аккумулятора. Это, понятное дело, дает двойную продолжительность уборки до 120 минут на минимальной, или, как застенчиво говорят ребята из LG, обычной мощности. На средней пылесос проработает до 60 минут, 30 плюс 30, мы же помним про два аккумулятора, а на уровне турбо до 14 минут, 7 плюс 7. Еще вот что. Здесь телескопическая труба всасывания. Ее не было у первых двух пылесосов из нашего видео. Ну, под рост пользователя можно подстроить пылесос, что, несомненно, правильно и удобно. Семейство LG Cardzera абсолютно заслуженно в нашем обзоре, в нашем топе беспроводных пылесосов. Там, где одни корейцы, там и другие. Вечные конкуренты LG и Samsung. У последних есть чем ответить. Речь тоже о целой серии семействе беспроводных пылесосов Samsung Jet. Не все сейчас, увы, можно купить в России, но часть моделей Samsung Jet есть на популярных маркетплейсах. Одна из самых упакованных, навороченных в смысле технологии и комплектации Jet 75. Samsung Jet Complete 75 может похвастаться инверторным мотором с цифровым управлением. И мощность всасывания у него до 200 Вт в режиме турбо. В пылесосе применили циклоническую систему отсева мусора с пятиступенчатой фильтрацией, включая высокоэффективный HEPA-фильтр, который задерживает частицы размером от 0,3 до 10 микрометров. Сначала воздух проходит по трубе всасывания, затем формируется основной циклон и происходит отсев большей части мусора, а далее воздух проходит через металлический фильтр. Потом попадает в мультициклонную камеру. Технология схожа с дайсоновской. Мультициклоны обеспечивают
обеспечивает отсев даже мельчайшей пыли. На выходе из пылесоса есть еще моющийся микрофильтр и финально как раз HEPA-фильтр. Реально впечатляющая система фильтрации, которая хорошо работает. Мы проверяли это в ходе тестирования. Здесь съемный литий-ионный аккумулятор. Пылесос может проработать до 60 минут. Но это на минимальной мощности, которой, кстати, зачастую вполне хватает, чтобы убрать с разных покрытий мусор. Ну, имеется в виду твердый пол, конечно, для ворса лучше более высокая мощность. Со всеми предложенными покрытиями, кстати, Jet 75 хорошо справился во время нашего теста. Вы же помните, да? Тостер – это реальные обзоры и тесты. Модель не зря называется Jet Complete. У пылесоса отличная комплектация. Аккумулятор, правда, в отличие от топовых LG, один. Зато есть еще много чего. Например, универсальная моторизованная щетка, которая раскручивается до невероятных 3750 оборотов в минуту, позволяя максимально эффективно собирать мусор с пола, вычесывать из коврового ворса загрязнения. Есть и насадка валик, которая отлично работает на твердых поверхностях – ламинат, паркет. Валик мягкий, так что обойдется без царапин и повреждений. Ну, плитка и так далее. Есть моторизованная насадка для сбора шерсти животных, ну и вообще очистки мягкой мебели. И несколько классических насадок для уборки труднодоступных мест. Можно сказать, что это универсальный солдат чистоты, который может пылесосить где угодно и что угодно. Важно, что некоторые пылесосы Samsung Jet вообще-то совместимы с автоматической станцией очистки пылесборника. Ну вот как у LG, только Samsung. Принцип действия одинаковый, это логично. А если хочется вернуться к этой технологии, навигация по видео в первом закрепленном комментарии. В итоге уборка максимально гигиенична даже на этапе опустошения пылесборника. А это ведь самый неприятный ее этап, согласитесь. Правда, в комплекте с Jet 75 станция автоочистки не поставляется. Да и, судя по всему, официально в России вы ее сейчас не купите. Такие времена, сказал бы Владимир Познер. Но сам по себе пылесос Samsung Jet 75 очень крутой. И не зря в этом топе. Круче, видимо, только Samsung Jet 90 Complete Extra в версии Gold с увеличенным объемом пылесборника и двумя съемными аккумуляторами в комплекте. Tefal X-Force Flex – еще один пылесос в нашем топ-обзоре с функцией одновременной сухой и влажной уборки. В отличие от LG, здесь нет вращающихся моющих дисков. Технология попроще, но мы все тестировали, и она работает. Насадка для влажной уборки с резервуаром для воды и снабжена съемной тканевой салфеткой. Вода можно использовать и с моющим средством для пола, ее пропитывает, ну и пол протирается. Интенсивность смачивания можно регулировать. Если нужно, подача воды перекрывается. Одновременно насадка собирает мусор с пола. Всасывающее отверстие есть в передней и задней части. Убирать получается быстрее, да так просто удобно и логично. В общем, хороший рабочий вариант для влажной уборки. Рекомендую. Еще одна особенность Tefal X-Force Flex – гибкая труба всасывания. Решение простое и при этом реально полезное. Легче убирать в труднодоступных местах, под диваном или другой мебелью. Наклоняться для этого не нужно. К этому не сразу привыкаешь. Сначала по привычке продолжаешь кланяться, но постепенно осознаешь удобство такого подхода. У пылесоса 3 режима мощности: для твердого пола, для ковров помощнее и турбо для сложных случаев уборки. Максимальная мощность всасывания 130 Вт. Не самое убойное значение. Вспомним Dyson из этого видео с его 200 Вт. Но вообще-то даже меньшей мощности вкупе с работой турбощетки, которая есть в комплекте, она, кстати, с подсветкой, лучше видно мусор под мебелью, вполне хватает для качественной уборки разных покрытий пола. Максимум по времени работы при полностью заряженном аккумуляторе 45 минут. Это на минимальной мощности, конечно. Тоже не самый крутой показатель вроде бы, но вот напишите в комментариях, неужели 45 минут уборки это мало? Еще в комплекте есть мини-турбощетка, то есть владельцам шерстяных домашних животных можно эту модель рекомендовать. Объем пылесборника солидный, 0,9 литра. И, между прочим, у него самый вместительный пылесборник из всех пылесосов в этом обзоре. Хорошая система фильтрации, очистки воздуха от пыли, циклон, пара предварительных фильтров и созданный по HEPA-технологии высокоэффективный фильтр на выходе из пылесоса. Вишенка на торте – вертикальная парковка. Tefal X-Force Flex
Поздравляем с попаданием в наш топ! Это были реально крутые вертикальные пылесосы, за которые нам не стыдно. Тостер точно рекомендует любую из этих моделей, потому что это полезные и интересные технологии, ну не без маркетинговых штучек где-то, конечно, но куда сейчас без них. Это эффективная уборка, это хорошая очистка воздуха на выходе из пылесосов, очень важный момент. Ну и пользоваться ими вполне удобно. Наслаждайтесь. Легкая вам уборки – это тостер. Мы не делаем из домашней техники сенсацию, мы просто рассказываем, как она реально работает. Лайк, шер, подписка, дискуссии в комментариях – мы только за. До новых обзоров и тестов.